Всем привет! В эфире Metal Detector. Сразу скажу, что мяса сегодня почти не будет. Прошедшая неделя была богата на довольно легкую, но зато весьма интересную и качественную музыку в таких направлениях, как альтернатива и прогрессив. Так что устраивайтесь поудобнее, смотрим! Открывает обзор британская команда, исполняющая экспериментальный альтернатив металл с элементами модерн хард-рок. Банда была основана в 2004 году и изначально играла прогрессивный рок. Однако позже, после того, как вокалистка и лидер группы Тарин перешла на скрим, звучание коллектива заметно утяжелилось. За эти годы команда выпустила несколько мини-альбомов, и это дебютный полноформат, который получился действительно интересным и крайне разнообразным. Еще одна довольно известная банда из Великобритании записала третий полноформатный альбом, который был выпущен спустя 4 года после выхода предыдущей пластинки, когда музыканты объявили об уходе в безвременный отпуск. Парни исполняют смесь таких жанров, как альтернатив-рок, постгранж и мелодик-хардкор. Правда, в звучании нового альбома признаков хардкор стало заметно меньше, зато появились элементы инди-рок и брит-поп, что сделало этот диск легким и спокойным. И вновь команда из Англии, на этот раз исполняющая мелодик металкор. Группа была основана в 2006 и за эти 10 лет записала 4, включая этот, студийных альбома. Новый диск получился довольно жестким и агрессивным, однако не лишенным мелодичности и бодрого драйва. Мощные гитарные партии, грамотные ритмы и сильный разноплановый вокал. Очередной достойный альбом талантливых парней. Группа из Канады, исполняющая альтернатив металл с элементами модерн-рок, выпустила красивый и насыщенный четвертый полноформатный альбом, который удался парням на все 100. Стоит отметить, что более ранние альбомы музыкантов звучали немного жестче. Однако главная фишка, мелодичный и проникновенный вокал, присутствовала на протяжении всего существования команды и никуда не делась. А на очереди молодая команда из Италии, исполняющая бодрую и забористую альтернативу.
Парни скрутили проект в 2010 году и записали вот уже 2 полноформатных альбома. Легкая и позитивная музыка нового диска исполнена очень качественно и, что называется, с душой. Приятный вокал, ритмичные гитарные и ударные партии и не особо сложный, но чертовски красивый бас. Ну вот мы и добрались до легендарнейшей американской прогрессив-метал команды и ее монументального произведения. Это 13-й полноформатный двухдисковый альбом коллектива, который является одним из основателей и ярчайшим представителем жанра прогрессивный металл. Новое творение музыкантов и альбомом-то сложно назвать, потому как это большая и концептуальная история продолжительностью в 2 с лишним часа более походит на рок-оперу. Шикарную рок-оперу. Всем ценителям высшего пилотажа слушать непременно. В конце прошлого года вышел 5-й полноформат еще одной прогрессив-метал группы, на этот раз из Австралии. Команда была основана в 1992 году, однако после записи 2 альбомов в 1998 ушла в продолжительный отпуск, продлившийся до выпуска 3-й пластинки в 2012. Естественно, при таких делах в группе неоднократно изменялся состав. Даже в записи последнего альбома принял участие новый, но очень талантливый вокалист Натан Пичи. Но при всем этом музыканты продолжают создавать очень качественный и достойный материал. Ну и напоследок, культовая американская альтернатив-метал-банда, в свое время нехило прогремевшая на весь мир. Команда была основана в 1996 году, в период самого расцвета нью-метал, а в 2001 выпустила дебютный полноформат, получивший статус платины. Спустя год от сердечной недостаточности умер вокалист группы Дэйв Уильямс, но банда не прекратила деятельность и нашла нового вокалиста, который позже сменился еще не раз. Что же касается нового альбома, то на сегодняшний день это 6-й и, как по мне, так весьма удачный полноформат коллектива. А на сегодня это все. Наши партнеры: Агрессивный рокер, Рок Изок, Рок Релиджен, Институт рокеров, Институт благородных рокерш и Рок Мем. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!